Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на канале Вести сегодня, и в этом выпуске мы поговорим о том, как Россия наносит сокрушительные удары в ответ на введенные против нее санкции. Все мы знаем поговорку о том, как Россия долго запрягает, но быстро скачет. И вот Западу тоже настало время выучить ее до отскока от зубов, когда они в очередной раз будут принимать решение об отправке вооружений на Украину. Министр иностранных дел России Сергей Лавров еще 18 марта официально объявил, что колонны, перевозящие поставляемое в Украину тяжелое вооружение, это законная цель для российских ударов. А натовское руководство недвусмысленные угрозы и намеки не поняло. И после заявления Лаврова российская армия нанесла более 20 ракетно-бомбовых ударов по натовским эшелонам на территории Украины. Это несложно посчитать, если воспользоваться официальными данными Министерства обороны Российской Федерации. Помимо военных ударов, Россия наносит и экономические. 3 апреля Роскосмос отказался сотрудничать с недружественными России странами, которые поставляют вооружение на Украину. Это означает, что, в частности, американская ракета «Атлас-V» лишилась двигателей, поскольку на ней установлен российский РД-180. Пишет об этом агентство Reuters. Ракеты «Атлас-V» используются американской компанией United Launch Alliance, которую совместно учредили Lockheed Martin и Boeing. С помощью ракеты запускаются спутники связи. Но не только для частных компаний, таких как Amazon, но и для НАСА и американского Министерства обороны. Об этом тоже пишет Reuters. Всего было совершено 24 запуска Atlas-V с военными спутниками. И в 2020 году ракета подняла на орбиту экспериментальный самолет Boeing X-37, на котором было установлено оборудование для преобразования солнечной энергии в микроволны. Конечно, Министерство обороны США по обыкновению заявляло, будто такие эксперименты нужны сугубо в гражданских целях, но на самом деле речь идет фактически об испытании микроволнового оружия, которое может на расстоянии вывести из строя системы связи и наблюдения. Очевидно, что американцы собирались использовать такую технологию против России, и Россия, прекратив поставки ракетных двигателей, загодя лишила американцев возможности создать новое оружие. Но Россия наносит по Западу превентивный удар не только в ракетно-космической отрасли. И сейчас несколько слов о тех, кто уже поплатился за русофобию. Напомню, что 26 апреля было введено эмбарго на поставки российского трубопроводного газа в Польшу и Болгарию. Их государственные газовые компании «Булгаргаз» и PGNiG отказались оплачивать российский газ в рублях, как того требует Москва. К слову, Болгария и Польша практически полностью зависят от поставок российского газа. У них заключены контракты с «Газпромом», и истекают они в конце 2022 года. Но обе эти страны не спешат снижать потребление газа. Потому что в Польше, например, на 75% заполнены подземные газовые хранилища. Но уже в течение нескольких месяцев, естественно, они будут полностью опустошены. Кроме того, Польша объявила о том, что экстренно завершит строительство 900-километрового балтийского трубопровода до Норвегии, которая когда-нибудь сможет поставлять примерно половину необходимого Польше газа. А вот Булгаргаз и вовсе самонадеянно заявил, что намерен получать альтернативные поставки газа от 12 трейдеров, которые работают на рынке не только в Болгарии, но и в соседних странах. Об этом рассказало издание CNews. А другие европейские страны, побоявшись незавидной судьбы Польши и Болгарии, все же предпочитают расплачиваться с Россией за газ рублями. И даже Еврокомиссия признала, что двухэтапная процедура платежей, эта история с конвертацией евро в рубли, не противоречит санкционному режиму. И в заключение хочется сказать несколько слов о Германии, поскольку в запасе у России остается еще несколько механизмов давления на западную экономику. Это такие инструменты, как ограничение поставок титана, неона и палладия. Как известно, на долю России приходится четверть мировых поставок титана, производителем которого является государственная корпорация ВСМПО «Ависма». Титановые сплавы обладают высоким соотношением прочности и веса, поэтому они обычно используются в ключевых конструкциях, таких как шасси и каркасы самолетов. Жаропрочные титановые сплавы используются для изготовления лопастей, дисков и других деталей двигателей. Об этом пишет издание Simple Flying. Альтернативы российскому титану просто нет. Не случайно он поставляется на 300 предприятий в 50 странах по всему миру. Об этом тоже пишет издание. Российский титан закупают все крупнейшие авиастроительные корпорации планеты, такие как Airbus, Boeing, Rolls-Royce и другие.
И сейчас Россия также может нанести сокрушительный удар по недружественным странам, запретив экспорт редкоземельных металлов – палладия, никеля, меди, хрома и кадмия. Ну, скажем, никель используется в производстве нержавеющей стали и литий-ионных аккумуляторов. А вот палладий жизненно важен для автопроизводителей, поскольку он является важнейшим компонентом в производстве каталитических нейтрализаторов. Ну и в завершении хочется сказать, что одним из крупнейших покупателей российских металлов является Германия. Об этом пишут сами немецкие СМИ. И Бундестаг должен держать эту критическую зависимость в уме, когда будет в следующий раз принимать решение об отправке гаубиц украинским военным. К слову, российские экспортеры, конечно, пострадают от введения эмбарго, однако быстро найдут новые рынки сбыта в Азии. А вот для немецкой промышленности найти поставщика окажется практически невозможно. Вот такая новость к этому часу. Не забывайте подписываться на канал и включать значок оповещения, оценивать видео, писать мнение по поводу темы в комментариях. А я желаю вам хорошего дня и только приятных новостей.